Всем привет, с вами я, Сензей. Это рубрика «Путешествие по Москве». Вроде бы зима. При такой погоде, конечно, яркости нету никакой. Итак, нахожусь я в районе станции метро Ленинский проспект Калужско-Рижской линии или Московского центрального кольца, площадь Гагарина. И иду в сторону общественного транспорта, чтобы добраться до одного недавно открытого места. А какое именно, вы сами можете догадаться. Пока я иду к общественному транспорту, я немножко остановлюсь у памятника Гагарина. Памятник Юрию Алексеевичу Гагарину был установлен в июле 1980 года, накануне Московской Олимпиады. Почему именно это место, Ленинский проспект? Именно здесь, 14 апреля 1961 года, по Ленинскому проспекту Юрий Гагарин въезжал в город, чтобы сделать доклад Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза, ЦК КПСС, о первом полете. А первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. И 12 апреля считается Международным днем космонавтики. Памятник, еще раз повторю, был установлен в июле 1980 года, накануне Олимпиады. Полностью сделан из титана. Этот металл мало того, что не ржавеет, так еще его используют в ракетостроении. Вот еще одна модель. Это копия спускаемого аппарата, в котором приземлился Юрий Гагарин на Землю. Только не вздумайте перепутать его с футбольным мячом. Да, оно, конечно, похоже, но не вздумайте. Вот пока я иду к остановке общественного транспорта, вдали вы можете увидеть одна из сталинских высоток. Московский государственный университет имени Ломоносова, сокращенно МГУ. Являлась самой высокой в Европе аж до 1990 года. Потом это здание превзошел одну из башен во Франкфурте на Майне, Германия. Ну а еще позже в Москве произошел его Триумф Палас на Ленинградском проспекте, а потом башня Москва-Сити.
Доминика Семенова. Четвертый Воробьевский проезд. Следующая остановка – городской дворец творчества. Станция метро Воробьевы горы. Городской дворец творчества. Станция метро Воробьевы горы. Следующая остановка – смотровая площадка. Смотровая площадка. Следующая остановка – смотровая площадка. При выходе из троллейбуса не забывайте свои вещи. В 1953 году для обслуживания большого трамплина на Воробьевых горах, который в настоящее время демонтирован, в 2016 году и строится новый, был построен канатно-кресельный подъемник для спортсменов. Канатно-кресельный подъемник длиной в 340 метров имел две станции: Воробьевы горы, верхняя станция, и станция на Воробьевской набережной. Но со временем канатно-кресельный подъемник стал негодным для эксплуатации, и в мае 2016 года его демонтировали. А строительство Московской канатной дороги начался 1 августа 2016 года. Строительство было завершено в мае 2018 года. Открытие планируется к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Но из-за затяжных тестовых испытаний несколько раз сроки передвигались. И только 26 ноября 2018 года открылась Московская канатная дорога. Хотите вас напомнить? Встаньте сам на фоне таблички. Встань, пожалуйста.
просто обалденный вид. Так, это станция Новая Лига, выход на Воробьевскую набережную. Какая красота! Сейчас мы над Москвой рекой.